Здравствуйте, меня зовут Евгения, вы на канале Global Team US, подпишитесь, если еще не подписаны. И сегодня я беру интервью у самого молодого нашего инвестора, который приехал сюда, в Иллинойс, из Нью-Йорка, а свой капитал заработал в другой стране для того, чтобы вложить его во флиппинг в Америке. Будет интересно. Прежде чем мы начнем интервью с Александром, я хотела бы объявить конкурс, участники которого получат бесплатную годовую подписку на наш закрытый телеграм-канал, где мы публикуем интересные, как правило, офф-маркет предложения бюджетных инвестиционной недвижимости под флиппинг с подробными описаниями, фотографиями, адресом, а также сравнительным анализом недавно проданных домов. Для участия в конкурсе напишите, пожалуйста, комментарий под нашим интервью с Александром. Естественно, поставьте лайк, подпишитесь на наш телеграм-канал, выберите там наиболее интересный для вас объект под инвестиции, вне зависимости от того, будете ли вы его покупать или нет. Просто выберите то, что вам интересно, и пришлите мне его в личном сообщении с пометкой «Конкурс». 5 первых участников получат бесплатную годовую подписку на наш закрытый телеграм-канал. Здравствуйте, Александр. Я была очень удивлена, когда узнала ваш возраст. Не знаю, если хотите, вы можете его озвучить, потому что меня очень покорила ваша, то, что самостоятельность и взрослость в вашем юном возрасте. И насколько я знаю, вы меня сейчас поправите, вы действительно заработали этот капитал сами, да, который вложили сначала в наш совместный проект, а теперь уже в самостоятельный. И причем не здесь, не в США, а в Англии. Это правда? Да, здравствуйте всем. Меня зовут Александр, мне 23 года. До переезда в США я работал в Англии, работал на доставке, немного на стройке, ну, минимально, может, несколько месяцев на кухне. И основной свой капитал заработал на этих работах. Потом, переехав в США, я долго думал инвестировать деньги в недвижимость. Были разные варианты, рассматривал Испанию, Украину, но так как я, к сожалению, с сегодняшними документами не могу выехать, сохранив этот статус, я начал думать, чтобы проинвестировать деньги здесь. И начал искать различные варианты, и после этого, не знаю, потратив несколько, может, недель, да, увидел канал Евгении и Максима, Global Team, и после этого долго смотрел. Тяжело мне было как бы поверить, что есть такие цены в Америке на дома. И, ну, думаю, свяжусь, ничего же как бы не случится. Позвонил, пообщались. Потом думаю, ну, надо, наверное, поехать, посмотреть, как это все работает. Прилетел из Нью-Йорка в Чикаго, посмотрел сам на дома, как они здесь занимаются этим. И мы начали совместное инвест-партнерство, после чего где-то спустя, наверное, 7 месяцев, накопив еще немного денег, я решил самостоятельно сделать флиппинг. Да. Ну, также хочу упомянуть, какую-то часть небольшую я одолжил также у своих родителей, но в целом основной капитал мой, да. Это было большое удивление, да, что здесь есть дома за 10, за 15, за 20 тысяч. Я смотрел до этого на различных площадках, там, и ты смотришь, там цена 150, 250, 400 тысяч долларов. И потом сталкиваешься с объектом, который стоит 15, 20, 30 тысяч. И это, ну, конечно, немного шокирует, и тяжело поверить в это, но рискнув, вот тот, кто прикладет чуть больше усилий и посмотрит, и узнает, что они есть, и этих объектов довольно много, просто они как бы находятся чуть-чуть дальше от центральных городов, я не знаю, там Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго, и вложив в это деньги, поймете, что аренда, она не сильно-то и отличается. Здесь как бы можно тоже сдавать дом за
за 1500. И да, конечно, там будет какая-то разница, 400, там, $500, но тем не менее, это вообще очень хорошее вложение для людей, которые, допустим, имеют там, я не знаю, там 60-70 тысяч, покупаешь готовый дом, и ты сразу получаешь 1000 там, или 1500, или 2, в зависимости от того, какой это дом, пассивного дохода. Это удивительно. Я не знаю как бы страны, в которой это тоже было бы возможно. Ну, у меня, конечно, немного опыта, но тем не менее. Ну, это правда, пока никто не показал похожие результаты по доходности. Поэтому, еще раз повторю, прежде чем писать в комментариях, это невозможно и нереально, да, там 30% доходности, а мы видим, что это правда так, пожалуйста, посмотрите внимательно, в том числе открытые источники, такие как Zillow и так далее, где эти дома есть. Ну, а также подпишитесь, конечно, на наш закрытый телеграм-канал, где их больше, и они оффлайн. Александр, вы же выбрали другой дом. Здесь я скажу, что мы в пригороде Пиори. Там, те, кто захотят узнать больше, естественно, напишут мне, я свяжу их с вами. Вы выбрали другой дом, поменьше сначала, да, по-моему, за 15 тысяч долларов, да. Но он не удалось его закрыть. Расскажите, кстати, и вам пришлось взять другой объект, кстати, больше и дороже. Да, первый объект был за 15 тысяч, он был немного в убитом состоянии, нежели этот, и долго я ждал, где-то 1,5, наверное, месяца, я не помню, 2, может, и все-таки что-то не закрывался этот клоузинг, и Евгения предложила мне другой объект, чуть-чуть подороже. Да, и я пришел, посмотрел сюда, как здесь, какая обстановка. Была хорошая крыша, что немаловажно. Пол тоже довольно хороший. И дом вообще в целом мне понравился. Свет был. И я принял решение, что можно и, в принципе, переключиться. Да. Маленькая ремарка. Тот дом за 15 тысяч до сих пор находится в фазе клоузинга. То есть то, что... И как я и говорила, такие случаи бывают с домами, которые, скажем так, ну, не проверялись, давно не переоформлялись. И здесь это как бы такая самореклама. Поэтому, когда вы берете дом, допустим, только что переоформленный, неважно, у нас ли, либо у другого продавца, да, который его уже купил и тем самым прошел всю процедуру клоузинга, естественно, вы можете его переоформить буквально за несколько дней, как, по-моему, было там, ну, наверное, за неделю или 2, там просто пришелся новогодний период. Да, но хочу добавить, что тот дом был в хорошей локации. Я смотрел на Zillow, несмотря на его цену, что он стоит 15 тысяч, дома в районе стоят 70 тысяч, 80 тысяч, 75. И поэтому я, как бы все равно хотел за него уцепиться, потому что, может быть, он и срастется после того, как вы реализуете этот объект, вы перейдете только... Там работы значительно больше, но как бы можно, конечно, попробовать, да. Ну, рассказывайте, то есть это у вас дуплекс, правильно ли я понимаю? Да. Что, в общем, уже несколько сложнее, чем односемейный дом, тем более для первого флиппинга. Если говорить за сложности, процесс быстренько пройдемся, как все происходит. Первое – это переоформление, потом приходит человек, подключает газ, воду мне автоматически подключили, свет тоже. Газ довольно быстро, он пришел, 5 секунд перекрыл кран, поехал, все. Но это важно, что газ подключается обязательно в присутствии кого-то, то есть не дистанционно. Да. Свет и вода дистанционно, газ необходимо присутствовать кому-то на месте. Да, и после переоформления, когда подключили газ, воду, электричество, в принципе, можно приступать. И первое, за что я взялся, это водопровод. Если мы говорим за пластиковый водопровод, то, в принципе, никаких серьезных трудностей нету. Просто отпилил, купил новые трубы, замерил, приклеил, все супер быстро. Фановые трубы, у меня, это было чуть-чуть усложненнее, потому что они, во-первых, старые, во-вторых, чугунные, скорее всего, или какой-то другой металл, рассыпаются, это все в стенах, в потолках, и у меня где-то было, наверное, 6 протечек, и приходилось разбирать стены, разбирать
пол. А так как у меня 2 этажа, как бы этого добра хватает, поэтому пришлось немножечко заморочиться с этим, но спустя 2 недели весь водопровод был готов. В итоге фановые трубы вы тоже делали из какого материала? Из пластика? Да, пластик. Ну, когда уже есть информация, когда знаешь, как это делать, когда сделал пару раз, то понимаешь, и потом ничего сложного нету. Просто отрезаешь эту металлическую трубу, замеряешь пластик, потом просто фиксируешь с одной стороны гофры и с другой резиновой гофры, и хомутами закрепляешь, и, в принципе, все, включаешь воду, смотришь, течет, не течет, ничего суперсложного нету. Просто нужно прикладывать много усилий, вот так. Да. Скажите, пожалуйста, какая сумма у вас ушла именно на водопровод и канализацию? Наверняка ведь ввели учет ведете. При том, что здесь 2 ванны. Вот конкретно за канализацию За эти вот еще... замену труб, скажем так. Можете округленно Наверное, сказать? вот конкретно за водопровод не скажу. В целом, если говорить, вот вся сумма, которая ушла на ремонт, это, давайте так, без мебели, потому что я планирую сдать в аренду. Если без мебели, то где-то 13-12,5 тысяч. Если с мебелью, я только на 1 этаж купил, еще хочу на 2 купить, то в принципе где-то обойдется 15,5 тысяч. Плюс параллельно мы берем дом, который стоил 25 тысяч, и в итоге мы имеем там 40,5, но плюс еще closing, там где-то 400-500, мы имеем, получается, 41, и, может, наверное, налог придется платить этот год, может, не знаю, 500 баксов где-то. Поэтому 41 тысяча примерно все обошлось. Какова рыночная стоимость домов в этом районе? Вот этот дом соседний 85, есть дом за 90. Ну, я думаю, этот можно, я беру как бы все равно по минимуму, потому что этот дом, он значительно старый по сравнению с другими объектами, поэтому я думаю, за 70 его можно продать, заработав 30 тысяч. Да. Скажите, пожалуйста, почему вы решили сдавать в аренду, а не просто продать? Много усилий у меня ушло на это все, и мне бы все-таки хотелось, наверное, заработать. Я в целом по времени потратил здесь где-то 2,5 месяца, и это, ну, как бы я постоянно работал, и, наверное, хотелось бы попробовать аренду, потому что есть спрос на аренду, и можно попробовать также сдать в краткосрок, и может это будет даже значительно выгоднее. И если я там, допустим, отобью дом за 2-3 года на сдаче аренды, то почему бы и нет, как бы. И потом все равно останется дом. Правильно ли я понимаю, что вы планируете комбинировать? То есть после окончания ремонта, да, там, закупив мебель, вы планируете его сдать в аренду и параллельно продавать? Ну, или если, нет? Сперва, наверное, нет. Сперва попробую просто сдать в аренду, посмотрю, какая ситуация, сколько можно заработать, а после этого уже буду делать какие-то выводы и смотреть, буду ли выставлять на продажу или нет. Теперь точно подпишитесь на канал, так как мы явно снимем с Александром следующее видео через несколько месяцев, когда он расскажет, как выглядит ситуация по аренде из первых уст. Так что да, это уже заявка на 2 серию. Хорошо, расскажите, пожалуйста, каково было, ну что было самым сложным, чего не учли, когда столкнулись с ремонтом, ну кроме фановых труб. Это я поняла одна. Ну, прям серьезно это сложностью, наверное, не назовешь. Просто я никогда с этим не сталкивался. Если бы я хотя бы раз заменил бы фановую трубу, наверное, мне бы это было значительно проще. Но все-таки одна трудность возникла. Зима. На улице минус 22 градуса, минус 22 градуса Цельсия. И полетел котел. Котел перестал работать. Во благо это было в день. И я такой сижу, думаю, а что делать? Если я только сделал водопровод. Водопровод только что был сделан. 2 недели потратил на это. И много усилий. И долго не думая, быстро звоню к одному хорошему человеку, к товарищу своему, говорю, есть ли у него обогреватели, беру у него 3 обогревателя, покупаю еще дополнительно в Walmart несколько обогревателей. Да. Также мне очень повезло, что у меня было 2 газовые плиты, которые полностью работали, и я сверху одну плиту включил, все 4 комфорки,
снизу также включил все 4 комфорки, и вот так он работал, можно сказать, где-то день, и сохранил как бы 0, там примерно 1 градус. Этого хватило, чтобы не было минусовой температуры и трубы полностью не полопали. Вот это было, конечно... А как починили котел в итоге? В чем была проблема? Дело в том, что я повторюсь, уже не раз говорила, с этой ситуацией столкнулись разные инвесторы, и мы в том числе. Действительно, котлы в минус 20 и более градусов действительно летят. И это такая правда жизни. Как вы его починили, насколько это было сложно, что надо было заменить? Есть система, которая выпускает вот эти негативные пары. И вот за счет того, что там моторчик, который это все выпускал на улицу, он заклинил, перестал работать, система не запускала котел, потому что там есть система безопасности. Котел хоть и старый, но умный. И он не запускался, и надо было поменять вот этот моторчик. Разобрав его со своим товарищем, вот Максим, оператор наш, он мне помог в этом деле. Он вшипнул ВДшки, подшипники закрутились, и все заработало. Но даже если, допустим, это не помогло, мы смотрели, этот моторчик стоит где-то порядка $150. Ну, не страшно, можно было бы заказать и поменять. Да, там температура дальше показывала плюс-минус хорошая, поэтому можно было вот так дальше импровизировать с этими обогревателями и плитами и параллельно просто дождаться, когда приедет доставка и самостоятельно там поменять. Там, в принципе, я не думаю, что супер сложно. Скажите, пожалуйста, когда вы покупали дом, соответственно, в нем стоял этот старый котел. Да. Но вы не могли его проверить, потому что газ был отключен. Совершенно верно. То есть вы брали с расчетом, что он может работать, может не работать. Или вы каким-то образом тестили, проверили? Да нет, не проверял. А как это можно сделать? Я, например, я не знаю. У меня нет. То есть вы были готовы к тому, что если он не поддается восстановлению, придется поменять, хотя большинство котлов можно починить. А здесь получилось, что когда вам подключили газ, он просто работал. Да. Но, видимо, за счет того, что он долго стоял и не запускался, коррозия сделала свою работу, и получается, да, он потом тяжеловато работал несколько недель, а потом уже перестал работать. Но сейчас он работает без проблем, и я время от времени просто смотрю, все ли хорошо, и, в принципе, он может работать, может, таки 5-10 лет, не знаю, а может, через неделю грохнет. Что с системой кондиционирования, есть ли она здесь? Да. Я есть. просто отмечу, что сейчас начало апреля, и в Иллинойсе уже плюс 25 градусов. То есть вот такой вот здесь перепад температур, да, зимой и весной. Что с кондиционированием? Это тоже важный вопрос. Работают. То есть здесь центральное кондиционирование или оконные кондиционеры? И те используются? Нет, центральное. Там просто на термостате переключаешь кнопку, и вместо тепла идет холод. И кондиционер этот работает. Да. Но я был тоже готов, если, допустим, не будет работать, то установлю, наверное, по несколько кондиционеров этих дешевых в окна. Если буду сдавать в аренду, да. Оконные кондиционеры стоят около от 100, по-моему, 30 до 150. Да, где-то в районе $150. Совершенно верно. И действительно часто используются у тех, кто особенно, не продает дома, а сдает в аренду для сокращения расходов. Да. Перечислите, пожалуйста, вот список работ, которые вы провели в этом доме, после чего мы, естественно, посмотрим, как он выглядел и как он выглядит сейчас. Уборка. Да. Мусор. Был ли мусор в доме? Самый большой контейнер заказывал. Сколько стоил мусорный контейнер? Что значит самый большой? Это 30 ярдов? Совершенно верно, да. 30 футов или ярдов, да. Контейнер, цена его $580. Примерно она на других сайтах такая же, в районе $600, да. Я сперва думал, наверное, слишком большой, а потом, когда начал это все загружать, то еще приходилось совмещать это все. Да. То есть был хлам? Много. Но, в принципе, это не проблема. Просто дорого за контейнер $600. Ну, ничего, такие цены в Америке.
Да, убрал весь мусор, починив после этого водопровод, я посмотрел, что с электричеством. Электричество практически все работало, там, может, несколько включателей я поставил. В целом, вот это мне повезло, можно сказать. Кроме этого, покраска, вот я красил все, практически все стены я красил, все комнаты. Но перед тем, как красить, я шпаклевал. Делал Стены были в плохом состоянии, требовали не просто покраски, но и... в некоторых комнатах, ну, практически всех, да, практически всех надо было шпаклевать немного стены, замазать какие-то дырки. А потолок практически весь тоже шпаклевал, там несколько комнат, включая эту, не надо было ничего делать. Э, Трудно с этими обоями, потому что тяжело они как бы отлипают. То есть в доме были обои. Да. И потолок, вот ты можешь потратить на один потолок, может, час, вот, допустим, или два, чтобы снять, вот как было в этой комнате. А снизу у меня была такая ситуация, что я сдирал обои 1,5 дня. Вот ты сидишь, так, пшикаешь этой водой и сдираешь этим шпателем. Потом опять пшикаешь и опять сдираешь. Это 1,5 дня. Ну, конечно, примитивная работа, но во благо есть наушники, можно что-то параллельно слушать. Да. После того, как все зашпаклевал, приступил к покраске, покрасил. Где-то в 6 комнатах надо было поставить ламинат, поставить пол. Тоже сделал. Ванны немного отреставрировал. Я не покупал ванны. Плиты, как я упомянул, 2 рабочие. Холодильники тоже у меня 2 были. Я покрасил их, отмыл. Потом ставим фотографии, как было до и как стало после. Такой приходишь, открываешь холодильник, а там Макдональдс, который уже стоит там 10 лет. И... Кстати, очень интересно, как выглядит Макдональдс. Да. Покажите, что с ним происходит. Ну, не 10, я, конечно, утрирую, но тем не менее, запах еще тот. Да, отреставрировал вещи, которые еще были пригодны, которые работали, покрасил все и... Да, кухню я не менял, я ее красил, как сверху, так и внизу. Постарался как бы по максимуму отреставрировать то, что есть. А сколько всего в доме комнат? 3 спальни и 2 гостиные, вот так. 3 спальни, 2 гостиные, 2 ванны и 2 кухни. Да, ну то есть действительно большой дом. Насколько сколько вы рассчитывали потратить на ремонт? То есть вы уложились в тот бюджет, который держали в голове, когда его покупали? Или все-таки его превзошли? Ну, если не считать мебель и, наверное, то, что я на каких-то вещах там, может, не экономил, то, наверное, да. Да, примерно так и рассчитывал. Рассчитывал 12, а там вышло 13 тысяч. С мебелью 15. Но я мебель раньше не планировал. Но это, говорю, повезло, что котел как бы заработал. Если котел бы не заработал, тогда вот это такая серьезная как бы форс-мажорная ситуация, что пришлось бы тратить самый дешевый котел 2000 и установка тоже где-то его там 4000, если не ошибаюсь. Можно, конечно, самому установить, но это тоже такое дело. Ну, это действительно, то есть получается от 2 до 6-7 тысяч стоит замена, если делаешь не сам. Да. Ванна, расскажите, что вы здесь сделали и что пошло не так. Менял пластик, потому что он был значительно убитый, нежели этот. Что поставил зеркало, поменял 2 люстры, поставил вот эту тумбочку, унитаз отмыл, в принципе, как новый. Ванну покрасил, я не стал покупать, я не знаю даже, как ее отсюда выносил бы я сам. Смеситель, да, поставил нормальный душ, потому что эти лейки это еще то удовольствие. Да, ну и пошло не так у меня немножечко с этим пластиком. Он после поклейки деформировался и
Мне не очень нравится, конечно, его вид, но я на самом деле, я не знаю, я вроде клал много силикона на одном объекте. Я помогал своему товарищу тоже это делать, и у меня было все хорошо. Как бы не было этой проблемы. А вот здесь вроде много тоже положил силикона, и вот такая деформация. Друзья, расскажите, сталкивались ли вы с такой ситуацией? Как вы думаете, что могло пойти не так, при том, что при одинаковых условиях, в одном случае в ванной пластик при одинаковой технологии положен ровно, а здесь он пошел, скажем так, пузыриться? Мы на кухне. Вы сказали, что кухня была здесь изначально. Да. Да? То есть, что вы сделали? Вот расскажите, в чем заключалась ее реставрация? Вот сейчас она выглядит. Давайте фотку вот так, как было до. Что делал с этой кухней? Сперва зачистил все, потому что было тоже немного мусора. Содрал обои. После этого все стандартно пошпаклевал и занялся покраской кухни. С баллончиков, все красил с баллончиков. Кстати, вот такой момент интересный. За весь период ремонта ушло у меня где-то 150 баллончиков спрея. Да, покрасил кухню с баллончиков. Столешницу я оставил. Довольно дешево она мне тоже обошлась. Я просто наклеил на нее клеенку. Не знаю, как это называется. Да, она дешево. 5, 10, 30 баксов, не помню. Поменял кран, отреставрировал холодильник, покрасил, плиту тоже покрасил. Кстати, на будущее, если кто-то тоже будет делать вот эти штуки, возьмите в Walmart специальную краску, которая будет огнеустойчива. Потому что обычно слезет. Поменял розетки, поставил люстру, одну, вторую, ручки поставил ламинат здесь. Ламинат водонепроникной, такой прорезиненный, потому что если обычный, то пару недель и все. Жалюзи, окна тоже поменял, одно окно, потому что было разбито. Да. Покажите. Это технопакет, правильно? Да. Ну, окна, скажу тоже, такое удовольствие менять минус 15, поэтому имейте в виду. Но в целом ничего сложного нету, погода это единственное. В целом окна довольно просто менять. Да. Сколько стоило окно? В зависимости от размера. Ну, да, конечно, наверное, $150, где-то 200-150. Ну, в общем, это да, стандартно. Делали ли что-нибудь внутри? Внутри, насколько я понимаю, вы тоже все. Ну, как бы все довольно просто. Здесь нету ничего какого-то суперсложного. Просто берешь и красишь. Это простая работа. Просто, говорю, много действий нужно сделать. И рекомендация для людей, для ребят, кто будет делать в будущем. Мне было вот тяжело вначале представить, какой этот объем работы и сколько надо этого всего сделать. И ты сидишь, думаешь, ага, кухня, ага, ванна, это все, водопровод, думаешь, это просто капец. И поэтому вот я как-то услышал фразу «ешьте лягушку по кусочкам», вроде Брайан Трейси, если не ошибаюсь, говорил. Берите вот себе одну комнату и делайте ее конкретно ее. Потом, когда там, по частям сделали одну комнату, переходите в другую, потом в третью в голове, так будет значительно проще. Хочу сказать по поводу кухни, что это, в общем, очень распространенная в Америке практика. Действительно, сохранять старые кухни, их реставрировать и просто приводить. Поэтому это не является чем-то, скажем так, пугающим для американцев. Да, они к этому привыкли. И плюс Александра в том, что он сделал ее еще и внутри прилично. Некоторые оставляют ее, что называется, как есть. Есть большое преимущество, что здесь был второй вход прямо к лестнице. И вот там дальше, сейчас мы заснимем, там не было дверей, там просто был вход. Но я думаю, если, допустим, будет более выгодно сдавать отдельно, как бы один юнит одним людям и другой другим, то было бы, наверное, логично поставить там дверь. Я поставил дверь, поставил там замок, и в целом можно как бы дом просто разделить на Unit 1, Unit 2 и сдавать отдельно также. Покажите, как выглядит вход получается.
двери я эти менял. Двери, которые на улицу, они будут значительно дороже, потому что тут они идут металлические. Дверь где-то обошлась, если не ошибаюсь, $220. Это тоже самая дешевая цена, но надо металлический, потому что если поставить обычный, просто развалится. То есть это получается один вход в дом, а это уже второй. Да, это главный вход. Здесь я двери не менял, просто покрасил, тоже отреставрировал, в принципе, все выглядит супер. Зайдем и посмотрим теперь первый юнит на первом этаже. Мы попали в первый юнит, это главная комната, самая первая. Вот это как раз та комната, где я говорил, что тяжело было снимать обои. Долго я ее делал, она большая довольно. В целом тут тяжело сделать спальню, наверное, потому что оттуда нету дверей кухни, тут сразу вход, поэтому я думаю здесь поставить два дивана, можно поставить телевизор и добавить еще немного мебели. И в принципе, если, допустим, люди будут здесь ночевать, будет там больше количество людей, просто купить такие диваны, которые будут раскладаться, и можно будет на них спать. Поэтому такой план. Это спальня. Менялись двери, пол старый, проблема вот тут была с водопроводом, я полностью как бы, там, вырезал часть трубы, менял на пластик, и ну все стандартно, фановая труба. Кладовка, ванная комната. Кухня. Кухню выбрал другой цвет, чтобы было какое-то разнообразие. Поменял тоже здесь два окна, они были разбиты. Да, сделал сам новую коробку из досок, потому что та не подлежала восстановлению. И окна, вот минус еще бывает, что старые окна, которые в доме, они не всегда можно найти идеальный размер в том же Минарте или Home Depot. Это магазины, в котором в основном американцы здесь люди закупают. Да, можно, конечно, там на заказ заказать, но надо ждать. Поэтому все в зависимости от того, как далеко от вас магазин. Если магазин близко, то можно, в принципе, заказать четко по размеру и потом ничего не переделывать с коробкой, будет значительно проще. Но если, допустим, магазин далеко, надо будет опять там ехать, окно забирать, ждать и да. Можно доставку, но доставка дорого, надо дополнительно платить. Насколько вы пользовались благами, скажем так, местных строительных магазинов, которые позволяют ведь возвращать незадействованные материалы, плюс получать всякие скидки, например, в Минарте, да, после... Расскажите про эти бонусы. Минарс – это любовь, скажем так, для строителя, потому что там нету как бы сроков в возвращении товаров. Если там первый, я не ошибаюсь, месяц или 3 месяца, они возвращают деньги тебе за тот товар, который ты хочешь вернуть. Все оставшееся время там дальше, допустим, если 4 месяца прошло, полгода, год, они дают Credit Store. Это кредит на любые покупки в магазине, на ту же сумму, которую, допустим, стоил тот или иной товар. Это очень круто, потому что, допустим, вот я сделал ремонт, у меня много чего осталось, и я потом собрал эти все вещи, я старался, как бы, ну, чтобы там они были в хороших условиях, не порваны, не поломаны, и практически все я вернул, где-то на $800. Плюс Минарс еще дает, там пишут 11% от стоимости, типа дают они скидку, но может и больше, как бы я еще не возвращал. Да, кэшбэк. То есть вы покупаете, сохраняете чеки, отправляете их в Минарс, он высчитывает эти там 10, а может и больше процентов, и выдает такой купон на эту сумму, на которую вы можете приобретать товар. Итак, из кухни мы проходим в еще одну спальню, которой не было ранее. Правильно я понимаю? Да, это была кладовка, это была пристройка. Часто в Америке бывает так, что люди сперва покупают там небольшой дом или строят, а потом уже, когда чуть-чуть поднакопили денег, делают такую дополнительную там пристройку.
И бывает такое, что там они могут делать даже по 2, по 3 комнаты дополнительно. Это раньше тоже вот у меня была пристройка, в очень таком ужасном состоянии она была. Я стандартные процедуры проделал, поменял ламинат, покрасил, потолок, ну, как бы я один работал, мне было тяжело, наверное, гипсокартоном это все зашивать. Я использовал там специальный пластик. Тоже не супер ровно, не идеально, но первый опыт, поэтому как-то так. Зашил вот здесь тоже окно, чтобы не было доступа к кухне. И, в принципе, тут есть кладовка. Это можно считать как дополнительной спальней. И как бы это дополнительно к цене однозначно. И плюс, если сдавать в аренду, говорю, это дополнительная комната. А извините, дверь выходит, это второй вход получается? Это, ну, третий, получается, у нас уже 2 входа там, это третий на задний двор, да. Двери я тоже здесь поменял, они были в ужасном состоянии. Ну, у вас очень такой приятный участок, причем он такой уединенный, несмотря на кучу домов вокруг, он, получается, огражден и гаражом, да, и как бы этой стороной дома. Что вы здесь делали на участке? Опять-таки, фотку, как выглядело до. Я покосил полностью весь газон, потому что было очень много высокой травы, вот прям по грудь мне где-то, как в джунглях каких-то. Поменял вот эту часть забора, потому что она ну просто никуда не годилась. В идеале было бы, конечно, еще тоже этот забор поменять, но это, говорю, еще дополнительно к бюджету, поэтому посмотрим в перспективе, надо будет это делать или нет. Кроме этого, поменял несколько труб, по которых стекает вода из дома. Кстати, это иногда очень важно при покупке дома. Действительно, оценщики, инспекторы смотрят на водосточные трубы. Это вы очень грамотно сделали. Да, да. Ну и в целом все. Убрал весь мусор и потом просто вынес. Если говорить за сам дом, то дом я полностью перекрашивал. Где-то 2 недели у меня ушло на полностью вот реставрацию фасадной работы. Вот эти плиты, они довольно специфические, потому что их не найдешь вот в идеале такие же в магазине, потому что я не знаю, сколько им уже лет, они довольно старые. И там, где, допустим, были большие как бы проблемы с этими плитами, я нашел как бы альтернативу им, и потом покрасил, вот как здесь вот в гараже, оно примерно выглядит одинаково, но все равно видно различия. А когда были какие-то там дырки, просто ну, можно сказать, зашпаклевал специальным цементом, быстро сохнущим, да. Было вот трудно очень красить верх дома, потому что нужно было ставить там лестницу, и на улице ветер иногда здесь бывает, поскольку здесь нету никаких домов, отсюда дует весь ветер, и на высоте, вот я не знаю, сколько здесь, 8-10 метров, и ты ставишь вот эту лестницу на крышу и красишь это все. Такое себе, конечно, удовольствие, но в целом 2 недели, говорю, работа была сделана. В гараже? Или он, во-первых, гараж на сколько машин? На одну, на две? На одну машину. На Гараж одну на одну машину. В каком он был состоянии? Нужно ли там было что-то делать? Мусор. Много мусора убирал, и надо было поменять ворота. Мы поставили с товарищем ворота, и, в принципе, гараж я покрасил, крышу. И она новая, я ничего не делал, она в хорошем состоянии. Снизу вот эти плиты я обрезал и поставил вот доски, и просто потом все покрасил. Здесь тоже прочистил от мусора, покрасил. Все довольно просто. Никакой супер как бы там сложной работы нету. Просто, говорю, много задач. Очень многозадачный объект. Вы решили установить новую дверь в гараже, так как, по-моему, не было ничего, да, в этом гараже? Он был открытый. Когда я искал эту дверь, я думал, что не было. Но потом, когда выносил мусор, я нашел старую дверь, но она была в непригодном состоянии. И потом на маркетплейсе удалось найти за $300, удалось торговаться за 200, и я поехал, забрал у людей эту дверь, и потом с нашим прекрасным оператором мы ее установили. Да. То есть для установки, то есть дверь такую можно приобрести недорого, единственная сложность получается. Да, вдвоем будет удобно все-таки устанавливать. Да. Сам, наверное, я бы, тяжело было бы.
имейте в виду, что будет нагрузка на стену. Были ли какие-то сложности с фундаментом или нет? Но в некоторых местах ты вот так трогаешь кирпичи, они проваливаются чуть туда внутрь, но это уже давно уже все люди придумали. Цемент еще с Римской империи, если не ошибаюсь, существует. Поэтому все цементом заделал и все в хорошем состоянии. Это дверь basement, подвал. Да. И это, кстати, большое преимущество этого дома, потому что у подвала есть отдельный вход, который при желании, то есть этот подвал может быть переделан еще и в дополнительное жилое помещение. Да, но надо утеплить, потому что немного влажность. Я как человек гуманный, конечно, хотелось бы, чтобы люди, если уже и будут жить, то хотя бы плюс-минус в человеческих условиях. Да, но в целом подвал неплохой, и даже сосед, который вот приходил ко мне в гости, говорит, что подвал в довольно хорошем состоянии, говорит, что можно сдавать в аренду. Пройдемте. В подвале сыпался потолок. Наверное, я думаю, я не стал этим гипсокартоном его закрывать. Думаю, какой-то более бюджетный вариант придумаю. Заклеил его таким брезентом. Да. Перед тем, конечно, все забрал, чтобы это все не сыпалось. Здесь в каких-то моментах подшпаклевал. Полностью покрасил его, и в целом такой плюс-минус более нормальный вариант. Подобный подвал в Нью-Йорке, естественно, был бы переделан в жилое помещение и сдавался как дополнительный юнит. Интересно, что этот дом расположен не на фоне поля, да, с одуванчиками, хотя оно тоже здесь есть, но этот дом стоит на перекрестке, да, небольшого города в пригороде Пиори, но он окружен магазинами, что, в общем, очень редко, да, у вас в шаговой доступности буквально сразу несколько магазинов, бензоколонка и так далее. Расскажите, пожалуйста, это как бы плюс или минус? Вы сейчас здесь довольно уже продолжительное время находитесь. Как вы считаете, это для американцев? Да, ценят ли они вот такую хорошую инфраструктуру или предпочитают? Кто соседи? Кто люди-соседи? Какие они? Можете обрисовать? Для сдачи в Airbnb это большой плюс. Магазин реально через дорогу просто. Минуту идти. И также есть в пешей доступности 5 минут заправка, 4-5 минут пешком, в которой также есть магазин, который работает там круглосуточно. Для Airbnb я считаю это большой плюс, поэтому я пришел, наверное, к выводу, что стоит попробовать сдавать его в аренду. Меня потом будет совесть мучить, что я так и не попробовал в такой крутой локации. Соседние дома тоже сданы в аренду или там живут собственники? Я, может, общался с 3, наверное, соседями, и исходя из того, о чем мы общались, я не слышал, чтобы кто-то сдавал в аренду. В основном они живут сами. То есть они сами тоже предпочитают эту локацию, и их устраивает вот это вот наличие инфраструктуры. Кто это? Это белые, черные американцы? Кто это? Как долго они здесь живут? Они местные, там не первое поколение? Есть какие-то данные? Я видел за весь период, может, 2 чернокожих парней. 2 или 3, не больше. В основном это все американцы. То есть это такой белый пригород абсолютно, да, с преобладанием белого населения. Да. Как вы думаете, за какую сумму можно сдать в аренду 1 юнит этого дома? Долгую аренду наверняка проверяли. Или и на Airbnb. Ну, за сколько хотите сдавать. Прям, чтобы сильно еще пока что не смотрел, потому что не было времени. Но в целом примерно дом можно, я думаю, сдать за 1800, думаю, можно сдать. Может, наверное, и больше. Да, согласна. Да. Этот дом можно сдать за 1800-2000, имеется в виду целиком. Целый. Или же по юнитам, соответственно, за 900 или там $1000 1 юнит. Потому что он действительно находится в хорошей локации.
Если что касается Airbnb, то я думаю, что с одного юнита можно 1500. Кто-то говорит даже 2, но я не знаю, как бы надо я не помню, кто сказал, но практика как бы это эталон, наверное, истины, что на практике ты только узнаешь, как оно на самом деле. Поэтому, ну, я думаю, 1,5 можно с одного юнита точно. И плюс еще 1,5 с другого, это мы будем иметь 3000. Да, Да. но это, по крайней мере, то, что вы говорите, сходится с там, нашей статистикой, действительно. То есть в краткосрочную аренду, в долгосрочную аренду дуплекс можно сдавать за $2000. Можно и побольше, но мы говорим вот такой вот средний, да, вариант вот, гарантированный. А краткосрочная аренда это действительно один юнит 1500, 1500-2000, то есть целиком дом будет приносить $3-3,5 тысячи. Также надо отметить, что очень востребовано в центральном Иллинойсе, да и вообще в целом, мне кажется, в Америке, это среднесрочная аренда, да, когда люди приезжают на время, да, им нужен дом с уже мебелью, да, и с минимальным набором, скажем так, бытовых вещей, но при этом им нужна аренда на 3-4 месяца. Да, и это такой промежуточный вариант, да, когда вы можете зарабатывать там, $2500-3000, сдавая этот дом на несколько месяцев. Совершенно верно. Я думаю, что у многих есть убеждение, что в маленьких городках недвижимость не имеет большого там спроса, и кто там живет вообще в этих селах. Я тот человек, у которого тоже было примерно такое же убеждение, и на практике я убедился, что вот этот город, я смотрел, у него там население где-то 13-15 тысяч людей. И что я заметил, что он довольно активный. Да, зимой, конечно, все в своих домиках сидят, но вот сейчас хорошая погода, много машин, много родственников приезжает к жителям, которые живут здесь. Они фанаты мотоциклов просто, очень много мотоциклов, какие-то квадроциклы, необычная какая-то тоже техника. И видишь, что город как бы живет, кипит. И бассейн также здесь есть. Есть все базовые там американские какие-то магазины по типу Макдональдса, аптека Walgreens, Aldi, вот, Кейсис. Все как бы как в больших городах. Если, допустим, возьмем СНГшные страны, то там видишь большой переход с какого-то маленького городка или села по сравнению с большим городом. Здесь ты видишь просто меньшую копию большого города, и это очень круто. Ну, давайте отметим, чтобы тоже быть честными, этот город находится в получасе езды от Пиори. По сути, это пригород Пиори. Поэтому, конечно, рекреационный туризм есть. То есть люди приезжают просто в гости и просто потусоваться. И здесь действительно помогает бассейн и Не прочее. слишком много, но они есть. Есть. Но основной все-таки поток людей здесь, это те, кто может снимать здесь дома. Это те, кто будут ездить на работу в ту же Пиорию, да, там, не знаю, заключив договор на семестр в каком-нибудь Пиоревском, да, в университете, и будут кататься туда на работу, потому что здесь езда занимает полчаса. Поэтому это очень важно, да, что не каждый пригород будет востребован, это тоже, да, так, не будет востребован, если он находится совсем далеко от крупного города. Здесь получается плюс, что он рядом. Такая же история там с пригородами Спрингфилда, да, и, естественно, там с пригородами Чикаго. То есть люди привязаны все равно к большому городу. Да, важное уточнение. Да. Согласен, да. Согласен. Вы, когда приехали сюда, вы приобрели, по-моему, Mercedes Sprinter. Да, такой большой достаточно. Но потом по каким-то причинам от него отказались и перешли на минивэн. Почему? Совершенно верно. Было убеждение, что если ты занимаешься стройкой, то обязательно нужен бус, большая машина. В процессе как бы ремонта я понял, что это не так. И хочу дать рекомендацию, ребята, если вы тоже вот только начинаете заниматься флиппингом или, допустим, какие-то берете небольшие объекты для ремонта, не обязательно сразу покупать большой бус, как я там купил за 17 тысяч, и влаживать у него деньги и замораживать как бы в машине свои деньги. Я продал потом эту машину и после этого купил минивэн. С регистрацией вышло мне 200. Как бы, и у меня получается там 15 почти тысяч. Я могу дальше что-то с ними делать, дальше инвестировать или потратить больше, как я сделал на ремонт. И это дает больше как бы возможностей. А расскажите, пожалуйста, вы же тот человек, кто сначала жили в машине.
правильно? Да. Для того, чтобы там не тратиться на... Совершенно верно. Да, но в этом плане, наверное, в спринтере действительно удобно жить. А что с минивеном? Или минивен вы уже приобрели позднее? Да, я жил в машине где-то 4, наверное, 4-5 месяцев, потому что мне хотелось больше отложить денег, и аренда все-таки, я тогда в Чикаго жил, довольно дорогая. Здесь тоже можно, в принципе, спать, но имейте в виду, что как бы я посчитал, если покупаешь еду и живешь в машине, то оно, в принципе, тебе выходит то же самое, если бы ты снимал какую-то дешевую комнату где-то в каком-то там пригороде, чуть дальше от центра, если мы говорим Чикаго, или в каком-то другом городке. Поэтому можно просто готовить самому кушать и практически на те же деньги выходить. То там будет разница, может, $200. А какой, кстати, минимальный бюджет, поскольку, мне кажется, вы человек очень экономный и да, В зависимости на чем. ну, говорим про вот именно бытовые вопросы. Вот насколько минимально можно прожить в Америке один сутки, день? За сутки... Сколько вы тратите? Давайте минимально. в месяц. У меня идет в месяц $1800 где-то примерно. Бывает иногда 1,5, бывает 2. На чем я не экономлю, меня как бы, жизненный урок у меня был, что на еде не нужно экономить. Я и не хожу, конечно, по ресторанам каких-то дорогих, не вижу в этом смысла, но и не экономлю на каких-то продуктах, потому что наше здоровье это как бы залог. Да, и в принципе, выходит где-то, говорю, 1800, но у меня... А что туда входит? Туда входит бензин, еда. Там можно все без очень проживания. просто посчитать. 800 у меня идет где-то на еду, 850 страховка, бензин еще давайте добавим, ну там расходы на машину 250, это 900 плюс 200, 1100. Плюс, если мы, допустим, вот просто зима была, и я много на коммуналку тратил, было там 350 у меня шло. Если мы говорим комнату, можно снимать комнату за там, 600 даже можно где-то найти. И плюс какие-то расходы на бытовые, на жизнь, в целом выходит вот эта сумма 1700-1800. Но в целом стараюсь ничего лишнего не покупать, потому что сперва наладить финансовую систему для того, чтобы был какой-то пассивный приток денег, а уже потом, в принципе, можно и покупать какие-то дополнительные себе хотелки, скажем так. Что дальше? То есть, окей, вы сейчас сдадите этот дом в аренду и, видимо, будете им управлять, если вы будете сдавать в краткосрочную аренду. Будете ли вы подыскивать другой объект под флиппинг или что в ваших планах после этого? Попробовать сдавать на Airbnb, посмотреть, какая выручка из этого возможна. Если это будет рентабельно, можно продолжать в этом направлении и параллельно накопить на следующий объект, который будет стоить 15, 20, 25 тысяч, и через какой-то период времени дальше делать флиппинг. Ну, тут тяжело сказать 100%, потому что документы, U4U, и посмотрим, продлят или не продлят, поэтому есть еще этот нюанс. То есть, в принципе, вы планируете флиппинг делать основным видом, скажем, вашей деятельности? Да, потому что хотелось бы в будущем подать на бизнес-визу. Тут, конечно, если бы можно было бы перевестись изнутри США на какой-то другой статус, было бы отлично. Вот может за какой-то период времени может что-то изменится в государстве, и можно будет изнутри менять статус. Если нет, тогда придется, наверное, выезжать и подавать на эту визу за границей. Одобрят, не одобрят ее, сколько надо ждать, тоже неизвестно, поэтому хотелось бы быть уверенным в своих планах, но приходится рассматривать разные направления в будущем, чтобы быть готовым к разным ситуациям. Ну, давайте отметим, что Александр говорит про визу E2. Да, это такая виза для инвесторов. Она доступна не для граждан всех стран, но она доступна для граждан Украины. И действительно, к сожалению, в настоящий момент нельзя перейти из статуса U4U и подать заявление и получить эту визу. То есть на нее можно подать заявление, но для этого необходимо покинуть территорию США. Да, можно для людей, которые имеют TPS, но там
люди, которые приехали первые по U4U, они при Байдене подпадали под TPS. В то время, когда я приехал, уже закрыли TPS, потому что пришел новый президент к власти и новая политика. Поэтому есть надежда, что через какой-то период времени они дадут еще TPS для людей, которые приехали позже, как я, и может будет возможность изменить статус изнутри США, что было бы, конечно, отлично. Если нет, то буду рассматривать какие-то другие варианты. Подписывайтесь на наш канал, где мы продолжаем делать обзоры инвестиционной недвижимости в США и знакомить вас с новыми интересными инвесторами, флипперами, которые, как мне кажется, дают очень полезные советы и показывают на практике, как можно делать флиппинг самому. Поучаствуйте в нашем конкурсе, который я объявила ранее, для того, чтобы получить бесплатную годовую подписку на наш закрытый телеграм-канал с подробной информацией об объектах на продажу.